Это вторая часть проекта о возвращении памяти и свободе. Путешествие начинается с исхода. В страну, которой еще нет, но которая уже зовет. К идеалу, недостижимому, но вечно движущему вперед. Исход — это не завершение, это путь. И это не только история Израиля. Это метафора для всех, кто переживал изгнание, утрату, поиск дома, для тех, кто жил между страхом и надеждой. История, возвращающаяся вновь и вновь, в новых обличьях, в новые времена. Палестина XIX века — это не земля, обетованная из древних пророчеств, а забытая окраина Османской империи, болотистая, бедная, наводненная комарами и зыбкой надеждой. Здесь нет золотых куполов, только глина, камень и выжженная трава. Мусульмане, христиане, друзы, бедуины, арабские кланы живут бок о бок, не смешиваясь. Это не идиллия сосуществования, это суровое равновесие между привычкой, землей и страхом. И вот сюда, в это пространство напряженного покоя и тяжелой земли, начинается возвращение. Задолго до Герцля, задолго до политического сионизма, задолго до лозунгов, до газетных колонок и съездов. XVI век. Инквизиция. Испания молчит. Сефардские евреи, изгнанные, растерянные, молча покидают дома, в которых жили веками. Они несут с собой книги, память и боль. Из Кадиса и Барселоны, через Константинополь, через Родос, они возвращаются на обочину Османской империи, где нет королей и костров, но есть надежда. Они возвращаются в Палестину, Иерусалим, Хеврон, Тверия, но прежде всего Цфат. Цфат — это не город, это дыхание, это сердце изгнанных. В тишине узких улочек звучит иврит, не политический, не национальный, а язык Торы и свитка, заклинания и света. Здесь живет раввин Йосеф Каро, автор Шульхан-Арух, еврейского кодекса, в котором каждый закон как ступенька возвращения. Здесь молится Аризаль, великий каббалист, раскрывший тайну сокрытого света. Мир треснул, и только свет, просачивающийся через эти трещины, делает нас живыми. Харидим не принимают новый мир. Они не читают газеты. Они ждут прихода Мессии. Ждут не день и не год, ждут поколениями. Их женщины с покрытой головой продают хлеб и ткань. Они молчат в молитве, подносят пальцы к стенам домов. Их дома низкие, с деревянными ставнями и потолками, обитыми тростником. У дверей лампы, на стенах псалмы, во дворах сохнут свитки, разгуливают голуби, слышны крики детей. Но это только одна грань возрождения. Во второй половине XIX века начинается другая – возвращение через действие. Евреи Российской империи переселяются в Палестину. Они бегут от погромов, от нищеты и от безысходности, но везут они с собой не только страх, они везут надежду. Они приезжают не в землю обетованную, а в Хадеру, где болото и малярия, в Зихрон-Яков, где камни и засуха. Они приезжают строить своими руками на пустом месте.
с нуля. Так рождается новый еврей. Не изгнанник, а строитель. Не проситель, а хозяин. С винтовкой и лопатой. С тяжелой жизнью. Он говорит на идиш и учит иврит. Он не ждет, он действует. Возрождение начинается не в книгах, а на земле. Оно требует труда, преодоления страха, усталости и сомнений. Палестина становится местом встречи мифа и реальности, местом, где идеализм дает не только силу, но и раны, где вера в свет сталкивается с тенью, где надежда сталкивается с болью, где возвращение сталкивается с сопротивлением. Так зарождается новый конфликт. Это новый исход. Исход из изгнания. Исход от зависимости к свободе. К свободе строить и быть собой. Так возвращение становится реальностью. Не избавлением от страха, а умением жить рядом с ним. Начинается новая глава, в которой важно не только выжить, но и научиться быть свободным. Ведь миф не завершен, а путь не окончен. Ведь каждое поколение продолжает исход по-своему. Впереди выбор, сопротивление и еще один исход. Не внешний, внутренний. Исход из плена прошлого к свободе будущего.